Фистал – нормализующая функция поджелудочной железы, желчегонное средство. Компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы за счет панкреатина и желчевыделительной функции печени за счет желчного компонента. Показания. Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы при хроническом панкреатите в сочетании с билиарной недостаточностью вследствие различных патологических состояний, клинически проявляющиеся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, склонностью к запорам, в составе комбинированной терапии при диффузных заболеваниях печени, алкогольных и токсических поражениях печени, циррозе печени. Препарат применяется при больших потерях желчных кислот у пациентов после холецистектомии, нарушении циркуляции желчных кислот, наблюдающимся при дискинезии желчновыводящих путей, дисбактериозах, малябсорции, нарушении нейрогуморальной регуляции процессов желчеобразования и желчеотделения при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, хроническом гастрите, хроническом дуодените, хроническом холецистите. Фистал используется для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешности в питании, а также при нарушении жевательной функции, вынужденной длительной мобилизации, малоподвижном образе жизни. Для подготовки к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. Способ применения и дозы. Принимать внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Назначают по 1-2 дрожжа 3 раза в сутки. Более высокие дозы назначаются только врачом. Перед рентгенологическим и ультразвуковым исследованием по 2 дрожжа 2-3 раза в сутки, за 2-3 дня до исследования. Режим дозирования у детей определяет врач. Продолжительность лечения может варьироваться от нескольких дней при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешности в диете, до нескольких месяцев или лет при необходимости постоянной заместительной терапии. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, печеночная недостаточность, печеночная кома или прикома, гепатит, гипербилирубинемия, механическая желтуха, желчнокаменная болезнь, эмпиема желчного пузыря, кишечная непроходимость, склонность к диарее. Детский возраст до 3 лет для данной лекарственной формы. С осторожностью применять при муковисцидозе и при беременности. Особые указания. С осторожностью назначать препарат пациентам, имеющим в анамнезе хронический панкреатит. Следует учитывать, что при высокой активности липазы, содержащейся в панкреатине, повышается вероятность развития тяжелых запоров у детей. В клинической практике наблюдались случаи возникновения фиброзной колонопатии у детей с муковисцидозом, ежедневно получавших препараты, содержащие панкреатин в высоких дозах. Нарушения пищеварения могут возникать у пациентов с повышенной чувствительностью к панкреатину или у больных с резекцией кишечника в анамнезе. При применении панкреатина в высоких дозах в отдельных случаях возможно возникновение перианального раздражения. Побочные действия. При приеме препарата Фистал возможны аллергические реакции, гиперемия кожных покровов, чихание, слезотечение, тошнота, диарея, боли в животе, в том числе кишечная колика. При длительном применении в высоких дозах возможно развитие гиперурикемии, гиперурикурии. У детей при приеме в больших дозах возможно развитие перианального раздражения и раздражение слизистой оболочки полости рта. Лекарственное взаимодействие. При одновременном применении усиливает всасывание парааминосалициловой кислоты, сульфаниламидов, антибиотиков, возможно снижение всасывания препаратов железа. Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция-карбонат или магний-гидроксид, может привести к снижению эффективности фистала. Циметидин усиливает действие препарата. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности – 3 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.